Привет! Как и указано в названии, я расскажу про самые дождливые населенные пункты нашей планеты, где дождь это не случай, а постоянство. Мы побываем в самой влажной столице, городах, где не бывает солнца, и местах, буквально утопающих в воде без проблесков ясного неба. Я составил максимально полный список и постарался ничего не упустить. Смотрите до конца, и вы точно будете удивлены. Берем зонтики, а лучше гидрокостюм, и отправляемся в большое путешествие. Наше путешествие начнется в Бразилии. Первый город на нашем пути – Белен, крупный порт на севере страны, также известный как город манговых деревьев. Жаркая и влажная погода круглый год. Среднегодовое количество осадков – 3200 мм. В дальнейшем иногда я буду говорить просто осадков. Наибольшее количество с декабря по май. Не менее 12 дней каждого месяца идет дождь, а в марте и все 30. Влажность около 84%. При всем при этом ультрафиолетовый индекс круглый год около 12, что очень много и опасно для непокрытой кожи человека. И в таких условиях проживает около 1,5 миллиона человек. Фунафути – атолл и столица Тувалу, со значением в 3400 мм. Сухой сезон отсутствует. В любом месяце года выпадает минимум 200 мм осадков и около 2-3 недель дождливы. Влажность стабильно 82%. Температура в рамках плюс 27-31 в течение всего года. Воздух постоянно очень тяжелый. Здесь проживает около 6000 человек, и это большая часть всего населения Тувалу. Режина – коммуна во французской Гвиане. Среднегодовое количество осадков 3500 мм. Присутствует сезон дождей с декабря по июнь включительно. За этот период выпадает около 80% всех осадков за год. Среднегодовая температура плюс 26, население всего около 2000. Ратума – остров государства Фиджи с постоянным населением в 1500 и количеством осадков 3600 мм в год. Минимум по 2 недели каждого месяца в году стабильно идет дождь. При среднегодовой температуре плюс 28. Круглогодичная влажность 82%. Это очень жаркое и душное место. Явно не для людей, у которых проблемы с дыханием. Гизо – столица западной провинции на Соломонах, с осадками в 3670 мм, распределенных по всему году. Температура стабильна плюс 27. Население 7000. В 2002 году на город обрушилось цунами высотой 10 метров, вызванное 8-бальным землетрясением. Поскольку это произошло днем, люди успели принять меры безопасности, но были разрушены дома, огороды, больницы. Погибло 52 человека. Перемещаемся на африканский континент. Дуала – крупнейший город Камеруна. Здесь в тропическом климате выпадает 3700 мм осадков. С декабря по февраль всего 100-150. Летом же максимальное количество. В августе ясных дней вообще не бывает. Круглый год температура держится в районе плюс 26. В летний период влажность 99%. В остальное время не ниже 80%. В этой жаркой духоте и влажности проживает примерно 4 миллиона человек. И такие условия способствуют распространению малярии. Карор – крупнейший город Палау с населением 12 500 и осадками в 3750. Наименьшее количество выпадает с февраля по апрель по 200 мм в каждом месяце. Климат экваториальный. Среднегодовая температура плюс 28. Столица Гвинеи – Конакри со значением 3800 мм, но тут четкое разделение на сухой и влажный сезоны. Так, с декабря по апрель дождей практически нет, но только за июль и август выпадает примерно 2300 мм. В августе дождь идет каждый день. Среднегодовая температура плюс 27, население около 2 миллионов. Неожиданно Япония. В Авасе 3900 мм среднегодового количества осадков. И это самое дождливое место страны. Хотя все это количество выпадает за суммарные 4 месяца в году. Дожди очень обильны, с сезоном с апреля по октябрь включительно. А вот зима приятная, по 100 мм каждый месяц. Среднегодовая температура плюс 16, влажность в районе 70%, население 17 тысяч.
Кучинг – самый дождливый населенный пункт в Малайзии. Среднегодовое количество осадков 4200 мм. Примерно 250 дождливых дней в году. Здесь в принципе редко бывает полноценный солнечный день. 500 000 человек не знают, что такое солнечные дни в привычном нам понимании. С октября по апрель – наиболее дождливое время. Самый сухой месяц – июль – 200 мм. Это больше, чем годовая норма во многих засушливых регионах, о которых вы уже знаете. В Кучинге практически в каждом месяце в году 3 недели стабильно льет дождь. Влажность не бывает ниже 85%, при среднегодовой температуре плюс 27, с колебаниями в примерно 5 градусов в течение года. Австралия и здесь отличилась. Все-то у нее есть. И очень жаркое место, и слишком сухое, и даже невероятно влажное. Бабинда – деревня на северо-востоке Австралии, в малонаселенном регионе страны. Самое дождливое место государства – 4300 мм осадков, с ярким сезоном с декабря по май. За это время выпадает 3500. Обычно с января по апрель солнце вообще не показывается на небе. Также здесь довольно сильный ветер и частые грозы. Среднегодовая температура плюс 23. Население 1200. Кстати, в этом регионе снимали фильм «Джунгли», действие которого происходит в Боливии. Фритаун – столица и крупнейший город Сьерра-Леоне, в котором проживает практически 1,5 миллиона человек, и за год выпадает до 4400 мм осадков. Город расположен в зоне тропического муссонного климата, посему ярко выражен дождливый с мая по октябрь и сухой с декабря по март периоды. В летние месяцы выпадает до 1000 мм осадков, и дождь может лить все 30 дней подряд. В то же время в январе и феврале может быть вообще без дождя. Интересная особенность города в том, что несмотря на расположение в северном полушарии, зима здесь жарче, чем лето. Связано это с сухим и жарким ветром из Сахары в зимнее время. Среднегодовая температура плюс 27, при этом никогда не опускается ниже плюс 20 и не поднимается выше плюс 35. Влажность держится на уровне около 74%. Пуйо расположен на высоте почти километра над уровнем моря в Эквадоре. 4600 мм осадков, разбитых на 12 месяцев без выраженных сезонов. Дождь идет постоянно в течение всего года. Люди живут в вечном непрерывном цикле влажности, уровень которого, кстати, 90%. Из-за высоты расположения температура ниже мест с таким же экваториальным климатом, около плюс 21. По сути, единственное, что немного облегчает ситуацию. Население примерно 35 тысяч. Вилла Тунари со значением 4850 мм, что является самым высоким показателем во всей Боливии. Большая часть осадков с октября по апрель. Среднегодовая влажность 86%, температура плюс 25. Одежда, постель, стены дома – все постоянно влажно. Население всего 3500. Тена – город в тропических лесах Эквадора. Проливные дожди в размере 4900 мм выпадают круглогодично. При этом в сотни километров столицы Кито осадков всего 1150. Это самое дождливое место в Эквадоре. Среднегодовая влажность 90%, температура плюс 23. Население около 30 тысяч. Монровия – самая влажная столица на планете и самый влажный город Либерии. В этой местности выпадает около 5000 мм осадков. Как и во Фритауне, есть сезон дождей с мая по октябрь. В июне-июле город живет в режиме водного апокалипсиса, до 1000 мм за месяц. В это время дожди идут по 20-25 дней в месяц. Сухой сезон, хоть и называется сухим, по факту им не является. Дождя просто поменьше, но все еще значительное количество около 100 мм, идущих в течение примерно недели. Влажность 81%, температура довольно постоянна в течение всего года плюс 26. В этом городе вечной сырости проживает около 2 миллионов человек. Первый и единственный населенный пункт Северной Америки – Уитиер, расположен на юге штата Аляска. Это самое дождливое место в Северной Америке с постоянным населением, хоть и небольшим, всего 220 человек.
Здесь выпадает 5050 мм осадков, практически равномерно распределенных по всему году. Наиболее сухие месяцы – июнь-июль, на которые приходится суммарно 500 мм. Это очень неожиданно увидеть здесь Европу, но есть одно место в Черногории – Церквице, с показателем в 5100 мм, и является, очевидно, самым влажным местом в этой части света. Деревня у горы Ариен, недалеко от границы с Боснией. Хотя летом здесь и солнечно, примерно 9 месяцев очень дождливы. Самый сухой месяц август. Население крайне малое, несколько десятков человек. Возможно, через несколько десятков лет я бы не включил его в рейтинг, но вы уже о нем знаете. Сипсу – группа деревень в западной части Бутана. Это очень дождливое высокогорное место с количеством осадков 5400 мм, которые выпадают в сезон дождей с апреля по сентябрь включительно. За 1 июль только около 1200 мм, в то же время в декабре около 15. В летние месяцы дождь идет практически каждый день. Влажность около 70%, среднегодовая температура плюс 23, без серьезных колебаний в течение года. Население 60 тысяч. Малем – небольшая деревня в Микронезии, с населением 1500 и количеством осадков 5450 мм, которые равномерно распределены по всем 12 месяцам. Здесь дождь не дает земле просохнуть, даже на недельку. Температура плюс 27 круглый год. Еще одно крайне некомфортное для жизни место – Кикори, Папуа-Новая Гвинея. В этом городе за год выпадает 5700 мм осадков. В ноябре и декабре чуть поменьше, примерно по 300 мм на месяц. С мая по сентябрь по 600. Вечное гниющее жилище, продукты, огромное количество бактерий. Любая микротравма может стать чуть ли не угрозой жизни, учитывая еще и низкий уровень медицины. Все это в вечно мокрых джунглях и не только здесь. Это одно из самых влажных низменных мест на Земле. Высота над уровнем моря всего 12 метров. Среднегодовая температура плюс 26. В таких нечеловеческих условиях выживает примерно 50 тысяч человек. Чилийская деревня Пуэрто-Эден на острове Веллингтон, один из самых изолированных населенных пунктов Чили. Чрезвычайно влажное место, 5750 мм осадков, разбитых в практически равной степени на 12 месяцев, не дают отдохнуть от дождя ни людям, ни флоре, ни фауне. В отличие от многих мест, здесь совсем не жарко, в течение года температура от плюс 3 до плюс 11. Население не более 200 человек. Местные жители активно ловят рыбу и собирают мидии. Обратите внимание, что в Чили, как вы помните, находятся одни из самых засушливых мест планеты, и сейчас мы видим ровно обратную картину. Это одна из немногих стран, где можно увидеть настолько сильный климатический контраст. Знаете секрет Новой Зеландии? Я сейчас не про деревню хоббитов, а деревню Милфорд-Саунд в устье фьорда, самый влажный населенный пункт государства. 6800 мм осадков в год, выпадающие в течение 6 месяцев подряд. Население всего 100 человек. Благодаря великолепным пейзажам, это очень туристическое место. Кибдо. Здесь сезон дождей длится 12 месяцев. Пока в вашем городе с большей вероятностью не наберется и 1000 мм, здесь осадков 800. Каждый день в течение года дождь или гроза. Считается одним из самых пасмурных городов нашей планеты. Здесь можно забыть про солнце. Примерно 300 дней в году небо затянуто тучами и льет дождь. Влажность не опускается ниже уровня 87%, как и температура круглый год плюс 25-28. В таких условиях проживает примерно 140 тысяч. Еще один населенный пункт из Папуа – Олсабип, деревня в северной части страны, о которой немного данных и мало кто о ней вообще слышал. К тому же очень труднодоступное место. Тем не менее, там выпадает около 9000 мм осадков в год, равномерно распределенным по всем месяцам. И среднегодовая температура плюс 27. Более-менее точных данных по населению нет. Камеруном начали, им практически и закончим в Африке. Деревня Дебунджа,
Здесь зарегистрирован абсолютный максимум осадков для Камеруна и второе место на всем континенте – 10 300 мм. Суммарно по дням за год здесь идет дождь не менее 7 месяцев. Наиболее сухое время – декабрь и январь, примерно по 150 мм. Максимальное количество в августе – около 1600 мм. В этом месяце солнце можно наблюдать не более 2 дней. Температура круглый год плюс 26. Деревня Сан-Антонио-де-Орека – главный конкурент Дебунджи. Здесь, в экваториальной Гвинее, ежегодно выпадает 10 450 мм осадков. Это самое влажное место во всей Африке, но с небольшим отрывом от Камеруна. С декабря по февраль наименьшее количество до 200 мм. Температура плюс 26, и она такая круглый год. Тутуненда – чрезвычайно влажный город в департаменте Чока, Западная Колумбия, с населением 4000. Среднегодовое количество осадков – 11 600 мм. Одно из самых влажных мест на планете. Дожди здесь вечны. Каждый месяц выпадает около 1000 мм, и не бывает ни одного даже более-менее сухого месяца. Не менее 20 дней каждого месяца идет дождь. Большая часть осадка выпадает ночью. Вы только представьте себе, периодически в виде ливня здесь выпадает до 500 мм за одни сутки. Это больше, чем во многих городах мира за год. Посмотри, например, на среднегодовое количество осадков этих городов. Столько в Тутуненда небо вливает за сутки. В 1974 году был зарегистрирован максимум для нашей планеты. За год выпало 26 300 мм. Это довольно сложно представить. Среднегодовая температура плюс 26 практически постоянно. Местное население в основном молодые люди, которые занимаются лесозаготовкой. Черрапунджи и Маусинрам – два соседа в Восточной Индии у северной части Бангладеша. Это самое влажное место в Евразии и практически в мире. Вы только вдумайтесь, за год здесь выпадает 12 400 мм с ярко выраженным сезоном дождей. С ноября по февраль менее 50 мм, с апреля по октябрь дождь идет ежедневно. За июль, например, выпадает около 3300 мм. Это довольно сложно представить для нас, поскольку в странах Европы даже в половину нет подобных значений. Например, один из самых дождливых европейских городов Берген в Норвегии, где, внимание, за год выпадает 2200 мм, а там столько же за 3 недели. 17 июня 2022 года в Маусинраме выпало 1000 мм осадков за 24 часа, что стало самым высоким показателем за июнь и за всю историю наблюдений. В 1985 году в Маусинраме выпало 26 тысяч мм осадков. В это довольно сложно поверить, еще сложнее представить, все равно, что город на дне озера. За Черрапунджи также есть рекорд по количеству осадков за месяц. Однажды июль буквально утонул в количестве 9300 мм воды. Почвы здесь крайне бедны. Про влажность, я думаю, вы догадались. Здесь она круглогодично на уровне 90-100%. Среднегодовая температура плюс 18, летом под 30. Точных данных по населению нет, но на оба эти населенных пункта приходится примерно 100 тысяч человек. Удивительно, но есть места с еще большим количеством влажности. Например, Лёра – небольшое поселение в Западной Колумбии с населением 11 тысяч. Впереди у нас остался всего один населенный пункт, а лучше сказать еще один. Так что Лёра уверенно занимает второе место по самым влажным местам всего мира. Здесь среднегодовое количество осадков 12 800 мм, равномерно распределенных по каждому месяцу. Представьте, если бы вы жили здесь и каждый месяц получали по 1000 мм воды с неба в течение всего года. Например, в большинстве городов Европы и Российской Азии таких значений нет даже за год. Здесь царствует экваториальный климат тропических лесов, где отсутствие дождя – это главная новость. Вы не угадаете, какой месяц будет относительно сухой. Сразу скажу, что его не существует. Ваша одежда здесь никогда не высохнет, учитывая еще и круглогодичный уровень влажности, не опускающийся ниже 90%. Среднегодовая температура плюс 26.
На первом месте я расположил город, о котором вы, вероятно, никогда не слышали – Лопес-де-Микай. Лидером по количеству осадков в Колумбии и, что самое главное, на всей планете – около 13 тысяч миллиметров в год. Зона вечного дождя. Это невероятно большое количество, которое делает это место самым влажным на планете. Есть информация, что однажды было зафиксировано значение в почти 16 тысяч за один год. Это не просто много, это катастрофически много. Здесь экваториальный климат тропических лесов. Практически каждый день в течение многих лет идет дождь. Периодически случаются наводнения. Среднегодовая температура плюс 27. Представьте тропическую баню, где вас обливают водой 365 дней в году. В таких условиях проживает примерно 17 тысяч человек. А кто-то еще вечно жалуется, что его достал дождь. Все познается в сравнении. Возможно, кому-то станет легче переносить осадки в его родном городе после данного видео. На этой ноте я с вами прощаюсь. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всего вам наилучшего и не забывайте брать зонт.